Глава 15. Стрелец. Божья милость. Стрелец, безусловно, очень важный знак, который почитался древними провидцами. Девятый знак зодиака, представляющий дхарму космического универсального человека Кала Пуруши. Таинственно и неразрывно связан с той основной природой проявления, которая позволяет раскрыть глубинное качество, чистую сущность вещей в каждом из проявления творения, одушевленном и неодушевленном. В естественном процессе проявления жизненная сила погружается в материю до такой степени, что в человеке она часто проявляет волю, нарушающую все законы природы. Но постепенно, после череды реинкарнаций, индивид понимает цель жизни и начинает стремиться идти по пути возвращению. На этом пути он берет свою жизнь в свои руки, он уже не дрейфует, а плывет к цели. Когда он способен копировать природу, он достигает совершенства. В этом согласии с природой он исполняет свою дхарму, цель, ради которой он родился. Стадия эволюции, на которой индивид обращает свой взор к небу, хотя животное в нем все еще остается живым, в то время как его действия контролируются и направляются божественным замыслом, эта стадия эволюции представлена стрельцом. Мифологический стрелец – это кентавр, лошадь с человеческой верхней частью тела, стреляющая стрелой. Символически это стрелка, указывающая на небо. Рассвет этого божественного побуждения, которое разворачивает великое расширение сознания, рассматриваемое как посвящение в оккультных мистериях, действительно является новым началом для индивидуума. Упоминания о таких посвящениях были сделаны в элевсинских мистериях, халдейских писаниях и египетских церемониях. На этих посвящениях жизнь приобретает новый смысл, и человек начинает новую жизнь. Но ожидать, что таким людям будет дарована жизнь, полная комфорта, удовольствия, богатства и достатка, может быть ошибочным. Люди, рожденные в Стрельце, никогда не будут жить спокойно. После этих посвящений, которые делают жизнь индивидуума очень динамической внутри, хотя внешне она может казаться божественной неудовлетворенностью, наступает период, имеющий большое значение для индивидуума. Он присоединяется к братству адептов, он становится членом великой оккультной иерархии. В это время в природе царит великая радость. Феи начинают танцевать, птицы поют новую симфонию, а глубокое синее небо излучает новую силу для осиротевшего человечества. Неудивительно, что мудрецы почитают людей, рожденных под этим созвездием. Прежде чем душа сможет предстать перед учителями, ее ноги должны быть омыты кровью сердца. Это глубокая оккультная истина. Нужно пройти через штормовую погоду, прежде чем достичь спокойствия. Стрелец – это спокойствие, которое следует за тропическим муссоном. Обычно и бури, и спокойствие происходят в одно и то же время, в одной и той же жизни. Скорпион уже передал оккультное знание божественному ребенку, и теперь эго решило идти по пути. Теперь начинает действовать прошлая карма. Индивид начинает выплачивать свои прошлые долги. Все, что было уготовано индивидууму, хорошее или плохое, теперь начинает представать перед ним. Это и есть функции девятого дома, означающие пунью пурва кармы, действия, совершенные в прошлом, похвальные поступки прошлого. Это значит, что прошлые поступки найдут свое воплощение в настоящей жизни. Когда стрелец становится асцендентом, это означает, что душа человека решила призвать владык кармы, чтобы освободить его от прошлых долгов. И когда Господь ответил на молитву, возможности для погашения долгов были предоставлены. Теперь оковы кармы исчезнут, и индивидуум обретет освобождение. Однако это может произойти только тогда, когда прошлые долги будут полностью выплачены. Незаслуженная награда, незаслуженные невзгоды, а также необъяснимые возможности и несчастья часто следуют одна за другой в жизни рожденного стрельца. Они приходят, чтобы освободить его от оков прошлого. Когда благодать Божия нисходит на человека, его жизнь не остается простой, мирной и гладкой. На самом деле, под божественным воздействием начинают происходить внутренние изменения, которые часто затрудняют адаптацию к внешним обстоятельствам. Когда Бог любит, Он приближает человека. Но этот путь полон трудностей. Через Стрельца течет божественная благодать, и, естественно, для тех, на кого она нисходит, начинает происходить радикальная трансформация, которая придает смысл каждому событию их жизни, но ни в коем случае не означает легкую жизнь. Истинное значение этого зодиака заключается в его сходстве с Арджуной, лучником, который рассматривается в индийских писаниях как воплощение человечества, стремящееся возвыситься до божественного, но все еще чувствующее смятение и искушение материального мира. Арджуна находится в особых отношениях с Господом Кришной, который был его родственником, другом и наставником. Стрелец в некотором роде символизирует ту стадию эволюции или то состояние сознания, когда внутренний голос, внутренний правитель бессмертный, Логос, начал направлять и вдохновлять человеческую личность, борясь за свое божественное наследие.
Стрелец с готовностью прислушивается к божественному руководству, чтобы успешно бороться за достижение света и совершенства, которое является его врожденным правом. На этой стадии монада пытается стать или слиться с логосом. Конфликт между материальными искушениями и духовным просветлением на этой стадии должен быть разрешен самим человеком. А стрелец – это, по сути, желание преуспеть в царстве духа, несмотря на материальные ограничения. Действительно, в долгом путешествии души наступает стадия, когда человек находится в замешательстве и совершенно не знает, по какому пути идти. Арджуна не испытывал недостатка в знаниях, он хорошо разбирался во всех священных писаниях и этике. У него было достаточно сил, чтобы идти по любому пути. Но в нем преобладал спор о том, по какому пути идти. Стоя на земле, он искал звезду, все еще находясь на материальном плане, стрела божественного недовольства с нетерпением ждала вылета из лука. Такова была ситуация Арджуны. Точно так же асценденты-стрельцы не испытывают недостатка в знаниях или навыках в области духовности. Но они занимают промежуточное положение между материализмом и спиритизмом. Этот конфликт часто бывает очень острым, настолько интенсивным, что их неправильно понимают. Стрельцы хорошо разбираются в этических знаниях. Они могут очень хорошо читать лекции о морали, духовности и религиозных вопросах. Но чего им не хватает, так это мужество, чтобы следовать трудному пути оккультизма. Больше, чем мужество, это решимость принять решение раз и навсегда. Вот чего им не хватает. Для этого они нуждаются в своем Господе Кришне. Без просвещения и руководства своего Господа они могут быть замечены потворствующими неэтичным практикам и антиобщественным действиям. Главной характеристикой стрельца в настоящем является не обязательно моральная жизнь, но принятие этого пути как правильной цели жизни. Даже в греческой мифологии стрелец связан с такого рода конфликтом между духом и материей. Греки представляли это созвездие в виде кентавра, стреляющего из лука. Кентавры были расой существ наполовину лошадьми, наполовину людьми. Их часто изображают в виде колесницы Диониса или связанного и оседланного Эросом, что намекает на их пьяные или любовные привычки. Говорят, что они были дикими, беззаконными и негостеприимными существами, рабами своей страсти, за исключением кентавров, которые жили у подножия горы Пелион и славились своей мудростью и знанием своего искусства врачевания. Поэтому, как правило, среди стрельцов можно было бы ожидать тех, кто связан и оседлан Эросом, а также тех, кто обладает мудростью и знанием искусства исцеления. Они также являются хорошими учителями. Их нижняя часть является символическим представлением сексуальной страсти, тогда как верхняя часть, человеческая, представляет существо с целью мудрое и ученое. Уравновешенный стрелец – идеальный человек. Попав в психологическую паутину, он может стать извращенным, социальным раздражителем и способным разрушить социальную ткань, в которой он жил. С психологической точки зрения человек-стрелец может быть неудовлетворен, что может быть божественной неудовлетворенностью или разочарованием в существующем окружении. Он может быть охвачен утопическим идеалом, борющимся за достижение совершенства, или он может быть чрезвычайно критичным в своем отношении, и ничто его не удовлетворяет. Стрельцы не будут проявлять совершенство человеческой природы. Они все еще могут страдать от животных наклонностей. Животная страсть может быть даже очень сильна в них, но они будут стараться сублимировать эти инстинкты и склонности. Они будут желать быть хорошими, духовными и совершенными. Эти желания иногда могут быть настолько неопределимыми, что они могут даже не признать свои собственные слабости, не признать свои очевидные человеческие недостатки, такие как эгоизм, подлость и так далее. Стрелец также символизирует изменение направления путешествия души. Когда блудный сын осознает потерю своего родительского дома, божественной обители всех душ, он приходит в замешательство и борется, пуская стрелу за достижение мира и спокойствия духа. На этом этапе его путешествия его озаряет чувство одиночества. Он жаждет своего духовного отца Логоса и чувствует разочарование в этом мире. Друзья обманули его, родственники покинули его, материальные богатства не удовлетворили его желания, а сексуальные утехи не успокоили его страсть. Так что он одинокий человек. Теперь он должен идти по тропе в одиночку, без посторонней помощи. Это период духовной подготовки, оккультных переживаний, божественной неудовлетворенности. Теперь он жаждет вернуться к своему отцу, к истокам своего происхождения, но он все еще далек от своей цели. Он смотрит на небо, он по-прежнему полностью погружен в земные дела. Тем не менее, теперь в его жизни есть цель, он знает цель своего путешествия, путь назначения своего пути.
Это создает радикальную трансформацию в его жизни. Несмотря на смятение, бушующее вокруг него, он стремится к внутреннему миру, он жаждет гармонии вовне. Таким образом, перемены начались. Куколка начала резать свой кокон, чтобы стать бабочкой. Поэтому в течение жизненного периода стрельцов можно ожидать радикальной революции, фундаментальных изменений, которые могут привести к катастрофическим мутациям, которые полностью изменят их жизнь. Все это происходит потому, что милость Бога течет через этот зодиак. И Бог не заинтересован в том, чтобы доставлять ощущение удовольствия своим преданным. Он ведет их к исполнению той цели, ради которой они рождены, то есть дарует им просветление. Поэтому ожидать от стрельца жизни в комфорте, легкости и достатка нереально. Божья благодать проявляется в том, что человек направляется к центру вещей. Теперь с хождением благодати человеческого эго, руководствуясь центробежными инстинктами, выходит наружу. Он идет по пути материализма, но когда глаза увидели божественную славу, а эго осознало свою божественную обитель, тогда оно удаляется, оно встает на путь возвращения. Высокие устремления, идеализм, благочестие, дисциплина, аскетизм на более поздней стадии развития, радикальная трансформация мышления, семейных и общественных обязанностей, стремление к духовному дому – вот некоторые из характеристик этой стадии развития. Сам факт того, что животное в человеке уступает место человеку, выходящему из животного тела, также свидетельствует о широком расширении сознания стрельцов. В повседневной жизни она выражается как религиозность, когда индивид очень озабочен внешним. Душа, начинающая свое путешествие, была бы очень заинтересована в сексе как социализирующем влиянии. На более позднем этапе возникает потребность в семейной жизни для того же объекта. Достигнув зрелости, душа направляет внимание эго на храмы, церкви, синагоги и религиозные церемонии. На этой стадии индивидуум думает, что религиозные обряды одарят его божественным благовением, а зрелые души будут иметь посвящение, оккультные процессы, посредством которых сознание индивидуума расширяется до такой степени, что он заслуживает права быть включенным в иерархию братства адептов. Таким образом, для асцендентов в Стрельце форма внешних переживаний может варьироваться от одного индивидуума к другому, но неизбежно. На какой бы стадии роста ни находились, в их сознании должно произойти значительное расширение. Здесь интересно вспомнить, что это 9-й знак, который является самым южным созвездием зодиака, действительно является одной из самых интересных областей неба. Через него проходит очень яркая область Млечного Пути, в то время как другая часть созвездия, занимаемая Стрельцом, имеет удивительно темные пятна. Центр нашей галактической системы находится в направлении этого созвездия на расстоянии около 300 тысяч световых лет от Солнца. У Стрельцов также очень интересная жизнь. Часть ее яркая, другая темная. Главное побуждение их жизни исходит из самого центра их существа Солнца, которое все еще далеко. Но на пути есть много препятствий. Сам факт того, что Стрельца окружает Скорпион и Козерог, принадлежащие Марсу и Сатурну, отображает борьбу, к которым Стрельцам следует быть готовыми. Марс дает энергию духовным побуждениям, смелость для шага в гору, а Сатурн испытывает его на каждом шагу. Стрелец – это знак, когда индивидуум должен усвоить урок самопожертвования на благо других, но делать это он должен с настоящим сочувствием и полным пониманием законов природы. В этом и заключается истинная функция настоящего учителя. Стрелец – это та энергия, которая дает силы для этого понимания и симпатии. Подводя итог, можно сказать, что стрелец означает тот уровень эволюции, когда индивидуум развивает свои духовные возможности. Он означает божественное нисхождение и постоянную борьбу за духовное развитие. Будучи духовно развитым, индивидуум может иметь очень важные посвящения. У обычных людей это также вызвало бы радикальное преобразование в жизни. Куколка должна превратиться в бабочку. Он может делать это несколько раз даже в одном воплощении. Этот знак не располагает к самовосхвалению или самосовершенствованию в материальном смысле. Но для филантропа или для служителя это очень полезный знак. Истинная природа этого знака олицетворяется Арджуной, лучником, борющимся душой, на которую обильно излилась милость Бога.